Привет, друзья! Сегодня у нас первое видео в новой категории видео «Книжный клуб». Я решила записывать такие видео, в которых рассказываю о книгах, которые недавно прочитала и которые заставили меня задуматься о чем-то очень важном или помогли понять что-то очень важное. И сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о книге, которую недавно прочитала. Это книга Thinking in Beds Анни Дьюк. И эта книга тоже есть по-русски, но я ее читала по-английски. По-русски она называется «Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределенности». Немножко по-другому перевели ее на русский язык, чем она озаглавлена в оригинале, но иногда так делают. Вообще тема мышления, принятия решений, как функционирует наш мозг, это то, что меня всегда очень интересовало и интересует до сих пор. Поэтому книги такого типа я очень ценю и читаю с удовольствием. Автор этой книги – это бывшая женщина, игрок в покер. И она рассказывает о стратегиях, которым научилась и которые поняла, осознала во время своей многолетней практики и разбора ситуаций за покерным столом, где, как она очень интересно показывает, можно увидеть, что качество решений далеко не всегда находится в линейном отношении с качеством результата. Другими словами, что хорошие и правильные решения помогают выиграть, а глупые или даже ошибочные решения всегда приводят к проигрышу. Почему? Потому что существует или задействовано так много разных факторов и так много неизвестных, что это соотношение решения хороший результат, решения плохой результат, оно не так очевидно и предсказуемо, как мы думаем. И автор книги хорошо показывает, что наша жизнь во многом похожа на покер, что мы думаем, что мы играем в шахматы, потому что мы все можем предугадать, все можем предсказать. Эта конкретная книга для меня стала открытием. Почему? Потому что в ней было несколько революционных для меня идей. Первая такая идея, которая реально изменила мое понимание жизни, как бы это громко не звучало. Это идея, что нужно уметь разделять качество решений и качество результата. То есть, другими словами, что есть отдельная категория – это твое решение, и отдельная категория – это результат. И в этой книге автор показывает, что это две, можно сказать, не
независимые категории, но между ними нет линейной зависимости. А я, например, всегда думала, что есть. Что, например, если у нас было хорошее решение, то оно приводит к отличному или хорошему результату. А в этой книге обоснована мысль, не просто представлена, но обоснована, что качество решений зависит от многих факторов. Прежде всего, от того, как мы проанализировали данные, которые у нас есть, как мы оцениваем эти данные, достаточно ли этих данных и так далее. Но что очень важно, что результат складывается из еще большего количества элементов. И то, что в этой книге подчеркнуто, это то, что результат, по сути, это наше решение плюс много факторов, которые нам недоступны в момент принятия решения. То есть, что мы не знаем многих аспектов ситуации. Другими словами, у нас нету стопроцентной информации о ситуации. И что очень важно, автор подчеркивает, что не просто ее нету, ее не может быть. Мы не можем иметь 100% информации о ситуации, просто потому что так не работает жизнь, реальность. Мы можем иметь очень много информации, но это никогда не будет 100%. И что из этого следует? Из этого следует, что результат, который мы получаем, в нем всегда присутствует элемент удачи или неудачи, везения, да, или невезения. И это является частью реальности, в которой мы живем. И не знаю, как для вас, друзья, но для меня эта мысль стала просто открытием, что каждый результат несет в себе этот элемент удачи или неудачи, что всегда есть элемент результата, на который у нас нет абсолютно никакого влияния. Как бы мы ни хотели контролировать, да, этот результат и сделать все, продумать все риски, продумать все возможности, чтобы достичь идеального результата, это физически невозможно. Из этого вытекает следующая мысль, а именно то, что мы не должны, и это нерационально, оценивать качество решений по качеству результата. И я не знаю, как вы, друзья, но я всегда смотрела на результат и говорила: о, у меня хороший результат, значит, я приняла правильное решение. Или наоборот, результат негативный, да, значит, я ошиблась, это было неправильное решение. Автор этой книги показывает, что это далеко не так однозначно. И лично для меня это новая мысль, и мысль очень глубокая, что нету прямой корреляции между, например, негативным результатом и негативным решением, которое привело к этому результату. Анна показывает в своей книге, что может быть оптимальное решение на данный момент, которое
привело к негативному результату, потому что так сложилась ситуация, так сложились обстоятельства, что результат получился негативным. Но если даже вернуться и так очень трезво, рационально посмотреть на ситуацию, что очень трудно сделать с перспективы данного момента, реально, рационально оценивать прошлое. Она говорит, что часто это помогает понять, что все-таки это было на тот момент оптимальное решение. И негативный результат не перечеркивает того, что решение было хорошим. Еще одна мысль, которая мне невероятно понравилась, и я возьму ее на заметку. Мне кажется, она помогает спокойнее относиться к различным решениям в жизни. Это то, что мы привыкли оценивать решения в категориях правильное, неправильное. И все. Есть два варианта. Она предлагает такую перспективу, где этих решений может быть значительно больше, чем только два: правильное и неправильное. И говорит, а что если то решение, которое вы приняли в данной ситуации, это было второе оптимальное решение, да, в этом масштабе или в этой иерархии? А может быть, было третье, но все равно это лучше, чем неправильное решение, например, пятое из возможных. И для меня такой подход просто гениален, потому что показывает отсутствие таких черно-белых отношений между решением, результатом. Добавляет такую гибкость, эластичность, что жизнь многогранна, что жизнь состоит из очень многих аспектов, элементов, и оценивать, например, решение только как хорошее или плохое, это ограничение, которое ставит наш ум, что в реальности не существует чего-то такого, как только правильное решение и как только неправильное решение. В общем, друзья, всем тем, кто интересуется нашим мышлением, рациональностью, процессами, которые управляют нами и влияют на нашу жизнь, я от чистого сердца рекомендую прочитать эту книгу. Может быть, она не будет с вами резонировать, но как минимум покажет такую, мне кажется, новую перспективу на то, какие отношения между нашими решениями и результатами могут быть, и тоже как спокойнее принимать решения. Потому что если вы меня спросите, почему тебе эта книга понравилась, или что хорошего она тебе дала, ну понимаешь ты теперь, что, окей, есть решения не только правильные и неправильные, а что-то посередине. Так вот, я скажу, что для меня это настоящее открытие, потому что такой подход снимает груз ответственности с человека. То есть ты понимаешь, что ты отвечаешь за свою часть. Ты собираешь данные, ты анализируешь данные для того, чтобы на основе
этих данных принять оптимальное для тебя решение в данной ситуации. Но при этом ты понимаешь, что результат непредсказуем. То есть ты сделала эту свою часть или сделал, да, выполнил свою работу и дальше успокоился, можно сказать. Почему? Потому что на этом твое влияние остановилось. Результат, который ты получишь, тоже сильно зависит от удачи или неудачи, на которую ты в этой точке уже не можешь повлиять. И для меня, например, это новое что-то, и тоже говорю, помогает мне спокойнее относиться к принятию решений, спокойнее жить. И второе, если нет стопроцентно правильных решений и стопроцентно неправильных решений, тогда сам процесс принятия решений становится намного проще. Уходит этот груз давления на человека, что тебе важно принять это единственное правильное решение. Нет. Тебе важно собрать данные, которые тебе доступны, проанализировать эти данные. Да, нужно с ними поработать. И постараться на основании этих данных принять оптимальное решение на данный момент. И после этого отпустить ситуацию. Друзья, если у вас есть мысли, идеи, комментарии, вы уже читали эту книгу или просто хотите выразить свое мнение насчет того, о чем я с вами поделилась, я с радостью прочитаю ваши уважительные комментарии. И у меня просьба, пожалуйста, давайте уважительно относиться к мнению другого человека. В этом видео я поделилась своим личным мнением и своим пониманием книги. Я абсолютно не претендую на то, чтобы быть философом, чтобы тут провозглашать истину в последней инстанции. Я решила, что кому-то может быть интересна моя интерпретация этой книги. Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот формат видео. До встречи. Пока-пока.